Приветствую! Вы на канале Фортусита, где я рассказываю свой рассказ о рунах. Данное видео будет завершающим, где я объединю всю ту информацию, которую я ранее рассказывал вам о первых 8 рунах старшего скандинавского футарка. Для начала давайте дадим ответ на вопрос, что такое руны. Сегодня, если мы начнем поиск по знаниям о рунах, первую информацию, которую мы получим, будет говорить нам о том, что руны – это алфавит. Впервые об этом алфавите история упоминает нам 2 веком нашей эры. Название этому алфавиту дали старший футарк, и включает он в себя 24 рунных символа, а можно сказать 24 буквы. Само слово футарк образуется из первых 6 рун, а точнее из первых букв названий этих 6 рун. Это в каком-то смысле, если вы сегодня возьмете букварь, и на первой заглавной его обложке вы будете видеть А, Б, В, Гдейка. То же самое и слово футарк несет в себе такой же смысл. Футарк имеет отличие от сегодняшнего алфавита в том, что у каждой буквы в футарке руны есть название, чего нету ни в английском, ни в русском алфавите. Если у нас буквы звучат просто АБВ, ABC, то в футарке, помимо звука, который передает руна в письме, она имеет еще целое название, состоящее из слова. Такие названия букв мы можем видеть в иврите, где у букв помимо одного звука есть название. В начале нашей эры с юга на северные земли вторглись люди. Вместе с разрушениями, которые они принесли на эти земли, создали на тех землях алфавит, тот, который сегодня называется футарком. Для этого алфавита они взяли символы, которые использовались на тех землях людьми в качестве магической системы. Создавая алфавит, каждому символу было дано название. То название, которое мы используем сегодня, когда говорим о той или другой руне. То, как люди в те года относились к этим символам, как они их называли и вообще в целом систему этих символов, нам сегодня не скажет уже никто. Но люди тех времен, чтобы не утратить знания, которые достались им от предков, передавали своим потомкам. И скорее всего все это происходило потихой. Из-за этого этим символам присвоилось название руны, что в переводе означает шепот. И вероятнее всего, именно по этой причине, сегодня мы на эти символы говорим руны. Это мое личное видение и ощущение рун. Я не заставляю никого из вас относиться к этой информации как единственно правильному источнику. Но глупо будет верить всему тому, что сегодня нам из всяких возможных источников доносится информация о этой древней системе именно в истинном ее значении. В самом начале моего рассказа о рунах я вам показывал рунную схему, на которой и основывается моя информация, которую хочу передать вам я. В этой рунной схеме есть 3 вертикальные линии, которые описывают 3 процесса во времени. Времени того, что есть, того, что происходит, и того, что должно быть. С проявлением первых 8 рун в рунной схеме образуются все точки. Я об этом уже много говорил. Смотрите предыдущие видео, и вы все поймете. Давайте поговорим с вами именно о первой точке, которая проявляется на этой схеме. Так как в рунной системе первой руной является руна Феху, первая точка будет именно из этой руны. Значение первой руны – это проявление чего-то нового. Начало, зарождение. И оно проявляется именно во времени, то, что уже есть.
То есть, когда ничего не было, появилось нечто. Это не обязательно что-то материальное. Это может быть мысль, событие, идея, все что угодно. Представьте себе такую ситуацию. Перед собой мы имеем землю, чистую землю, в которую падает зерно, семя. Именно это семя, которое упало, и будет являться точкой. Вот этой первой точкой, которая проявляется в рунной схеме, а именно в вертикальной черте времени, то, что есть. И уже в зависимости от того, какому растению принадлежало это семя, проявится нечто. Сама эта точка имеет смысл, и мне очень важно, чтобы вы его поняли. Понимаете, когда мы бросаем зерно, оно летит сверху вниз, коснувшись нижней точки, с него прорастет определенное растение. Когда из космического пространства в нашу планету сверху вниз ударяется метеорит, когда он коснется нижней точки, поднимется столб пыли. Вы должны ощутить сам этот момент касания и проявления первой точки в системе рунных символов. После того, когда проявилась первая точка, образовавшаяся энергия поднимается вверх и доходит до верхней точки во времени то, что есть, тем самым заполнив это время, создав вертикальную линию. Эта линия будет неизменна на протяжении следующих 5 рун, создавая процессы. Тем самым из времени то, что есть, в первой руне уходит 2 диагональные линии, создавая точки во времени то, что происходит, и то, что должно быть. Эти точки являются началом зарождения 2 времен, в процессе чего будут происходить процессы, которые создадут задуманное первой руны Фех. И после того, когда первые 8 рун рунной системы проявятся на рунной схеме, все точки будут заполнены. В тот момент, когда я вам рассказываю про первую точку, я даю вам уже ответ на ваши вопросы о том, как чертить руны, а именно направление линий, когда мы создаем руны. В первой руне чертится сначала вертикальная линия, и она создается именно из направления снизу вверх. Таким же образом чертятся и 2 диагональные линии, снизу вверх. И с этого момента давайте разберемся с вами в этом вопросе более подробно. То, как образуются руны на рунной схеме, я вам показывал уже неоднократно. То, как я их покажу вам сегодня, будет отличаться от предыдущих вариантов. В начале всего в рунной схеме образуется вот эта точка. Точка, которая дает начало творения всего что угодно. И именно из нее во времени то, что есть, вертикальной линией вверх создается нечто, и в конце завершая также точкой. В этот раз линии, которые создают руны, я буду рисовать пунктиром. То есть на каждый промежуток будет своя собственная линия. Суть происходящего вы поймете в процессе. Итак, мы имеем 2 точки во времени то, что есть, и вертикальную линию, которую в этот раз я разделил пунктиром. Из времени то, что есть, создаются 2 диагональные линии, которые также завершаются точками. Руна Феху проявлена в рунной схеме. Вторая руна в рунной схеме – это руна Урус. Вертикальная линия, которая принадлежит времени, то, что есть, в руне Урус, она остается неизменной.
она будет неизменна на протяжении 5 рун. Эта линия относится к одному и тому же событию, задуманного первой руной. Из верхней точки времени того, что есть, образуется диагональная линия, которая чертится сверху вниз, тем самым создавая точку во времени то, что происходит. И из этой точки проявляется короткая вертикальная линия, которая чертится сверху вниз и создает точку именно в этом месте времени того, что происходит. В проявлении второй и третьей руны есть интересный момент. Когда после первой руны рунная схема выглядела вот так, был пробел, который являлся единственным в рунной схеме, не считая вертикальной линии. И именно в этом пробеле образовалась точка, которую создавала руна Урус. После творения второй руны, руны Урус, создался еще один пробел в самом центре всей рунной схемы. И третья руна, руна Турисас, заполняет этот пробел, создавая в нем точку. Руна Урус имеет смысл создания всех возможных процессов, вариантов, ситуаций, которые бы поспособствовали тому, чтобы то, что было задумано руной Феху, реализовалось. Руна Турисас, создавая эту точку двумя диагональными линиями, которые исходят из времени то, что есть, во время то, что происходит, верхняя линия чертится сверху вниз, а нижняя снизу вверх. Создаются они одновременно. Когда я создаю эту руну на чем-либо, я всегда начинаю с верхней, отталкиваясь от того, что выше нее была линия, принадлежащая руне Урус. И после создаю вторую. Две эти линии создают точку во времени то, что происходит. И эта точка является центральной точкой во всей рунной схеме. Руна Турисас имеет смысл утверждения и выбор от всего того, что было запущено руной Урус. Руна Ансус – это четвертая руна рунной системы. Имеет также вертикальную линию, которая была у предыдущих трех рун, и две диагональные линии. Обе эти линии чертятся сверху вниз. Длинная диагональная линия создает точку во времени то, что должно быть. Это вторая точка, которая проявилась в этом времени. И именно эта точка в центре этого времени подтверждает тот факт, что из предложенного руной Урус, то, что было выбрано руной Турисас, этот выбор лучший. Лучший настолько, что дает возможность задуманного первой руной, руной Феху, проявиться в будущем. И теперь на рунной схеме проявляется пятая руна. Руна Райдо. Руна, которая внесла сложности в моем диалоге с вами. Она имеет одну очень мощную особенность. Во-первых, она создает точку в центре времени того, что есть. Обратите внимание, что центральные точки создаются в порядке: время – то, что происходит, время – то, что должно быть, и время – то, что уже есть. Чертится руна Райдо таким образом. Вертикальная линия неизменна, она чертится снизу вверх. С верхней точки, как и у руны Урус, короткая диагональная линия, которая уходит во время то, что происходит. Из времени то, что происходит, исходят две диагональные линии. Во время
то, что есть, тем самым создавая эту точку. Во времени то, что происходит, был создан процесс, который начался с руны Урус, подтвердился Тури Сас и продолжился Ансус. И этот процесс создал то событие, что во времени то, что есть, образовалось то, что изначально было задумано первой руной, имея вот эту точку. Понимаете? В рунной схеме есть три времени. То, что есть, то, что происходит, и то, что должно быть. Мы привыкли в своей жизни ощущать время как прошлое, настоящее и будущее. Но есть один очень важный момент. Вы никогда в жизни не измените прошлое. То, что было, изменить невозможно. Но время, то, что есть, можно изменить, повлияв на него из времени то, что происходит. Постарайтесь понять этот процесс, происходящий во времени. Прошлое не изменить, но на то, что есть, возможно повлиять из времени то, что происходит. Руна Райдо создала точку во времени то, что есть, тем самым создав толчок на реализацию. И именно из этой точки со времени то, что есть, исходит две диагональные линии во время то, что должно быть. Верхняя диагональная линия чертится снизу вверх, а нижняя сверху вниз. Тем самым создается руна Кенас. И эта же руна создает третью точку во времени то, что должно быть. Кенас проявляет задуманное первой руны. Предыдущие процессы рун определены, и Кенас после толчка руны Райдо проявляет это. После чего в рунной схеме проявляется седьмая руна, руна Гебо. Из центра всей рунной схемы и из времени того, что происходит, из той точки, которая создала руна Турисас, подтвердив выбор, создаются 4 линии. Именно по этой причине я и показываю вам сейчас эту рунную схему в этом виде, когда линии создаются пунктиром. Мы привыкли воспринимать руну Гебо как две линии, которые создают крестик. Но на самом деле с центра всей рунной схемы происходит, можно так сказать, колоссальный выброс энергии, за счет чего создается 4 линии, и каждая из них чертится именно с центра и создает 4 точки в рунной схеме. Руна Гебо создает баланс задуманного во времени. Чтобы так, что то, что происходит во времени, то, что происходит, имело соотношение двух времен. Времени того, что есть, и времени того, что должно быть. После чего в рунной схеме впервые целиком проявляется линия, которая находится во времени то, что происходит. И тем самым создается 8-я руна, руна Унья. Так как первой руной Феху, была создана точка во времени то, что происходит, из этой точки создается вертикальная линия,
которая движется сверху вниз, которая создает последнюю точку в рунной схеме. И после того, когда схема заполнена, создается вот эта диагональная линия, которая в своем образовании, в окончании, не имеет возможности создать точку. То есть чертится просто линия, которая подтверждает тот факт, что процесс завершен. И 8-я руна, руна Вунья, имеет смысл того, что она завершает процессы, происходящие во времени, то, что происходит. В самой руне Вунья заложен смысл рунной схемы. Дело в том, что в системе рун из 24 рун существует 8 рун, которые имеют полностью заполненную линию времени того, что происходит. Но в первом эти мы имеем всего лишь одну такую руну, и в самом конце. А остальные 7 рун распределяются на 2 следующих эта. На самом деле в первых 8 рунах есть еще один довольно интересный момент. Первые 5 рун имеют полностью заполненное время, то, что есть. И они идут все подряд. И будет еще единственный момент в рунной системе, когда будет руна, которая будет иметь эту линию. И это руна Перт. Руна довольно интересная. Я обязательно вам про нее расскажу в будущих наших разговорах. И вот сейчас на рунной схеме проявилось 8 рун. Мы имеем полностью заполненные 2 вертикальные линии. Времени того, что есть, и времени того, что происходит. И 9-й руной в рунной системе является руна Хагалас. Руна, которая создаст вертикальную линию во времени то, что должно быть. У меня вопрос ко всем вам, пока я не рассказал вам про эту руну в будущих своих видео. Скажите мне, почему эта руна обозначает разрушение, если это первая руна, которая создает время, то, что должно быть? Я много раз говорил, присваивать рунам ихние свойства из-за схожести ихнего названия, а в данном случае Хагалас, град, разрушение, будет являться большой ошибкой. Именно руна Хагалас дает мне повод думать о том, что названия рун были придуманы умышленно для того, чтобы отвести людей от истинного знания значений рун. Я обязательно расскажу вам про эту руну. Но сейчас задумайтесь на секунду, как руна, которая создает время, то, что должно быть, может означать разрушение. После руны Хагалас идут 2 руны – Наутис и Исса. Для их создания в рунной схеме в образовании рун не нужно чертить линий. Это первые 2 руны, которые образуются самостоятельно из уже предшествующего. 12-я руна, руна Яра, создаст диагональ именно из той точки, которая появилась впервые, и своим движением, пройдя в центр времени того, что должно быть, ровно так же, как и двигалась длинная диагональная линия руны Ансус. Руна Яра почему-то всеми чертится раздельно. Но как рунный символ может состоять из 2 символов? Ведь с таким же успехом можно создавать по 2 руны. Поэтому в моем понимании рун, руны не могут чертиться раздельно. Руна Яра в рунной системе на сегодняшний день
единственное исключение, которую почему-то все разделяют. Когда мы с вами будем говорить о смысле 12-й руны, вы поймете, почему эта руна никак не может чертиться раздельно. 12-я руна создала симметрию в рунной схеме. И она почти заполнена. Не хватает 2 диагоналей. Во втором эте будет 2 руны. Эйвас и Соул. И эти 2 руны заполнят рунную схему. Эйвас создаст вот эту диагональ, а 16-я руна и последняя руна второго эта заполнит всю рунную схему линиями. И перейдя в третий эт, мы будем иметь рунную схему, в которой будут образованы все точек при проявлении первого эта и все линии при проявлении второго эта. После чего, имея это все, проявится третий эт. Когда в нашу жизнь приходят руны, мы узнаем о их способностях и сразу же хотим решить все свои проблемы и исполнить свои желания. Желаний у нас, у людей, масса. Я не являлся этим исключением, меня сразу дернуло к материальному. Но после первого же опыта я кое-что для себя осознал. Как я могу просить у рун что-либо для себя, если я еще сам ничего не знаю о рунах? И у меня родилось мое желание. Желание, которое несло в себе смысл, как познать руны.